Сегодня покажу вам два совершенно разных варианта фаршированных яиц. Один может быть для обычного завтрака, а второй прекрасно подойдет и для праздничного стола. Знаете, я часто экспериментирую с украшениями, и каждый раз получается что-то новенькое и интересное. Вы тоже попробуйте поиграть с подачей и увидите, как одно и то же блюдо может выглядеть совершенно по-разному. Кстати, список всех продуктов, как обычно, вы найдете в описании под этим видео. Беру репчатый лук. Одной крупной луковицы вполне хватит. Нарезаю его помельче, потому что в блендере перебивать массу не планирую. Но вот вам совет на заметку. Если хотите получить более однородную текстуру начинки, можете после обжарки пробить все блендером. Я предпочитаю оставить небольшую текстуру, мне так больше нравится. Обжариваю лук на сливочном масле, и здесь важный момент – не жалейте масла. Ставлю на средний огонь и довожу до полной готовности. Лук нужно именно протомить в масле на медленном огне, тогда он станет невероятно ароматным и сладковатым. Это, можно сказать, одна из важных составляющих вкусного рецепта. Лук обжарился до красивого золотистого цвета. Отставляю его в сторону. Теперь займемся куриной печенью. Я ее заранее подготовила, хорошенько промыла и обсушила бумажным полотенцем. Не обваливаю в муке. Солю. Можно добавить немного черного перца и обжариваю до готовности на среднем огне с двух сторон. Как только изменила цвет и стала упругой на ощупь, готово. Отправляю остывать рядом с луком. Пока все остывает, займусь яйцами. Разрезаю их пополам и аккуратно отделяю белки от желтков. Покажу вам этот процесс сейчас, чтобы потом, как буду готовить второй рецепт, не повторяться. Белки у нас будут красивыми лодочками для начинки. Печенка уже остыла, и теперь я натираю ее на мелкой терке. Знаете, почему именно на мелкой терке, а не режу ножом? Во-первых, получается более нежная текстура. А во-вторых, если вдруг остались какие-то прожилки, которые вы не заметили при чистке, они просто не пройдут через терку. Лук остыл, и я отправляю его в миску вместе со всем маслом до единой капли. Это масло пропиталось луковым ароматом и добавит нашей начинке особую сливочность. Добавляю тертую печень, желтки и просто разминаю все вилочкой прямо в миске. Теперь самое интересное. Пробуем и корректируем вкус. Соль, перец по вкусу. И я добавляю немного майонеза для связки. Если масса кажется вам слишком густой, можете добавить еще майонеза, размягченного сливочного масла или даже немного куриного бульона. Получится очень нежно. Перекладываю начинку в кондитерский мешок, так удобнее выкладывать. Хотя если у вас нет кондитерского мешка, можно просто аккуратно наложить ложкой. Начинка получилась довольно плотная, так что держать форму будет хорошо. Выкладываю в подготовленные белки и перехожу к украшению. Использую корейскую морковь, хлопья сладкой паприки и свежую зелень петрушки. А чем бы вы украсили такие фаршированные яйца? Обязательно напишите в комментариях. Думаю, другим зрителям также будет интересно взять на заметку. Получается очень красиво и аппетитно. Сливочный вкус начинки дает именно тот лук, протомленный в масле, а печень добавляет насыщенности и питательности. Такое блюдо отлично подходит как закуска, очень удобно подавать гостям. А теперь перехожу ко второму рецепту, он еще проще первого. К оставшимся желткам добавляю немного томатной пасты. Добавляю сушеный кориандр, он дает очень интересную приятную нотку. Сушеный чеснок для остроты и запаха. Твердый сыр натираю на мелкой терке. Чем мельче, тем лучше. Он распределится в начинке. И, конечно, майонез. Здесь тоже смотрите, какую консистенцию предпочитаете. Можете добавить чуть больше майонеза, если любите более кремовую текстуру. Все хорошенько перемешиваю, пробую на соль и специи. Эта начинка получается более яркой по вкусу, с легкой остринкой и пикантностью. Кстати, если любите острое, можно добавить и красный острый перец, только чуть-чуть. Снова беру кондитерский мешок и выдавливаю массу в белки. Хочу поблагодарить вас за такие теплые слова в комментариях. Я читаю абсолютно все ваши сообщения, и мне очень приятно, что мои рецепты вам нравятся. Это меня невероятно вдохновляет продолжать снимать для вас новые видео. А для украшения использую копченую паприку, она даст не только красивый цвет, но и легкий дымный аромат. Кунжутные семечки добавят хрустящую текстуру, свежий огурчик и петрушка для свежести и цвета. Вот и готова наша яркая простая закуска. Для разнообразия на столе самое то. Два совершенно разных вкуса, две разные подачи, а основа одна – обычные вареные яйца.
Если вам понравился этот рецепт, обязательно поставьте лайк. Это очень помогает развитию канала. И не забудьте сохранить рецепт, чтобы не потерять. Спасибо за подписку тем, кто уже с нами, и добро пожаловать новым зрителям. Увидимся в следующих видео и приятного вам аппетита!